Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Ну что, с Новым годом! Теперь могу вас официально с ним поздравить. Как ваше настроение? Как проходят ваши новогодние каникулы? У меня прекрасно. Я очень много отдыхаю, очень много ем, очень мало двигаюсь, что не очень хорошо, но у нас же каникулы. Я думаю, что в этот период это позволительно. Я обдумывала, как прошел мой Новый год, и собрала несколько, как мне кажется, примечательных моментов, которые соблюдает большинство людей в России. И решила с вами ими поделиться. И первое – это еда, а вернее количество еды. На Новый год обычно готовят столько, чтобы хватило чуть ли не на все новогодние праздники. Что, в общем-то, логично, кому захочется проснуться 1 января и идти на кухню готовить еду. Все приготовления заканчиваются 31 декабря, и в последующие несколько дней можно есть все то, что приготовлено заранее. И это прекрасное время, потому что, когда наступает Новый год, когда наступают вот эти праздники, ты всегда знаешь, что у тебя полный холодильник готовой еды, и ничего не надо делать. Поэтому я бы выделила здесь два момента. Первый – это то, что готовится много еды, и второй – то, что эта вся еда употребляется в течение нескольких следующих дней. То есть это своего рода ритуал. Есть все то, что было приготовлено на Новый год. Что именно готовят на новогодний стол, я рассказывать не буду, потому что у каждого свои предпочтения, да и наверняка вы уже слышали, какие салаты считаются традиционными для новогоднего стола в России. Но то, что во многих семьях стол ломится от еды, это, думаю, можно назвать традицией. Следующее – это шампанское, с которым нужно встретить Новый год. Это, думаю, тоже можно назвать своего рода традицией, потому что даже если человек не любит шампанское, то, скорее всего, он выпьет хотя бы бокальчик под бой курантов. Конечно, это не касается людей, которые вообще не употребляют алкоголь или не пьют шампанское по каким-то причинам. Но если нет никаких противопоказаний или ограничений, то, скорее всего, человек бокальчик шампанского выпьет. А еще, вероятно, загадает желание, когда будет его пить. Есть такая традиция, я уже о ней рассказывала в каком-то из своих видео. Некоторые ее соблюдают, пишут свои желания на листочке бумаги, под бой курантов его сжигают, пепел выбрасывают в шампанское и потом выпивают это шампанское. И очень важно успеть выпить бокал с шампанским и пеплом, который вы туда высыпаете, до окончания боя курантов. Конечно, так делают не все, кто-то в это верит, кто-то нет. Но буквально недавно я прочитала новость о том, что, кажется, Министерство здравоохранения предупредило людей, что пить шампанское с пеплом может быть опасным для здоровья. А если такое предупреждение было, значит, все-таки многие люди эту традицию соблюдают. Такой вот вывод я сделала. Дальше бой курантов. Это момент, когда все замолкают, обычно загадывают желание и встречают Новый год. Как правило, это очень торжественный момент, когда ощущается наступление Нового года, особенно после того, как куранты пробивают 12. После этого все начинают кричать «С Новым годом!», поздравлять друг друга и радоваться Новому году. И мне сейчас стало интересно, а как у вас ознаменовывается приход Нового года? У вас тоже есть куранты, которые бьют? Или это что-то другое? Напишите в комментариях, очень интересно будет почитать. После курантов, буквально с первой минуты, можно услышать, как на улице запускают салюты. Или по-другому фейерверки. Салюты в новогоднюю ночь запускают практически везде, чуть ли не в каждом дворе, и их отовсюду или практически отовсюду можно увидеть и услышать. Слышать их, наверное, не очень приятно, а вот видеть довольно-таки да. Мне кажется, что я в новогоднюю ночь
видела салютов 5-10. Их было очень много, и это было только в нашем дворе. А есть еще, естественно, городские салюты, которые запускает сам город. Поэтому небо в новогоднюю ночь практически все окрашено фейерверками. А потом начинается празднование. Празднуют все по-разному. Кто-то открывает подарки, кто-то ест, кто-то поздравляет своих родных и близких, звонит, может быть, или пишет. И практически во всех случаях фоном работает телевизор. Фоном это значит, что его не обязательно смотрят. То есть там может идти какой-то концерт или телепередача, или фильм новогодний, все что угодно. Но люди не концентрируются на том, что показывают по телевизору, а продолжают заниматься своими делами, но при этом телевизор у них работает. И вот тут мне тоже стало интересно, включаете ли вы во время празднования телевизор? Просто чтобы он работал фоном. Я постоянно цепляю здесь ветку. И создавал какое-то новогоднее настроение. Потому что, как я уже сказала, там зачастую играют новогодние песни, идут концерты или показывают что-нибудь другое в духе Нового года. Это все, что мне удалось вспомнить и рассказать вам. Мне обычно очень сложно даются такие видео про культурные различия, потому что обычно, когда нас что-то окружает, мы не воспринимаем это как что-то необычное, да? То есть нам кажется, что так делают все, но на самом деле нет. Поэтому для того, чтобы понять, что мы можем делать по-другому, иначе, в силу культурных особенностей, нужно сесть и хорошенько подумать. Конечно, таких традиций и культурных особенностей намного больше, но это все, что мне удалось вспомнить по горячим следам. Расскажите, какие новогодние традиции есть у вас. Не обязательно в вашей стране, может быть, в вашей семье или у вас лично. Тоже будет очень интересно почитать. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!